Всем здравствуйте, мои хорошие! Я вас приветствую на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. И я благодарю вас за ваши комментарии, за ваши подписки. Я все читаю обязательно. Мне интересна ваша обратная связь в любом случае, какая бы она ни была. И поэтому я говорю спасибо тем, кто ее пишет. И сегодня я бы хотела посмотреть. До этого был расклад такой очень глубокий, очень сильный, прям очень сильный. И вы там прям огромные молодцы. И спасибо вам за вашу обратную связь. Мне действительно было это очень важно. Столько комментариев написали. И сегодня я бы хотела посмотреть для тех, кто... Но это не обязательно для тех, кто только в начале пути, да, но я поняла, что важно посмотреть ту тему, такую тему, как что вы не видите сейчас, да, то есть то, что в вашем поле назревает, скажем так, да, но вы этого не видите. И, возможно, это поможет тем, кто смотрел предыдущий расклад про книгу судьбы, доработать какие-то моменты, чтобы продвинуться вот по этой тропинке, по этой дороге дальше. Немного, так скажем, упростить вашу жизнь, да, потому что бывает, что мы вот на упор не видим чего-то, что нужно сделать. И давайте посмотрим. Вы сейчас... Ладно, сейчас. Те же карты выпали, да, я думаю, да, это продолжение того расклада, скорее всего. Ну, срезонирует тем, кому тот расклад срезонировал. Там тоже король мечей сразу выпал. То есть сейчас у вас, скажем так, ну, закрыты чувства, либо какие-то разочарования, все у вас идет через голову. Нет, не через то место, которое вы могли подумать. Голова ваш фильтр, да, что бы это ни было, все пропускается через голову. Чувства через голову, мысли, ну, естественно, через голову, решения только через голову, никакой интуиции, причем здесь и король мечей, и королева мечей, и еще вот разлитые кубки. То есть у кого-то вплоть до того, что вы прям вот не знаете, как это чувствовать, вы не понимаете, что такое чувствовать. И здесь настолько сильный ум, что он прям вот все контролирует и все под контролем. Если не под контролем, то ай-яй-яй, очень это страшно, неприятно, вас прям вот как-то корежит от этого, да, что вы, например, что-то не можете контролировать или что-то не в зоне вашего влияния. Но прям, да, прям продолжение. Смотрите, там мы уже плавно переходим к раскладу самому, к информации. Сейчас, что здесь тогда? Вот это вот между ними что-то должно быть. Понятно, что здесь нужно обновить сценарии свои. Вы даже можете отказываться от чувств. Вот вам там предлагают, да, например, отношения, вы отказываетесь. Нет, не хочу, это больно. Там. Либо вам предлагают, там, пойдем на концерт. Не хочу, это все, ну, как-то не для меня, там, мне не интересно. То есть тут вкус к жизни может быть потерян. И
Ну, вас интересует только вот что-то вот пища для ума только вам нужна. А все, что вот там танцы какие-нибудь, обнимашки, что там еще вот. Все, что связано с чувствами, это вот прям вы не хотите туда. А вам очень надо. А вам прям не то, что нужно, вам просто вот ноги в руки и туда. То есть вот так. А вам прям очень страшно. Вам очень многие на это могут указывать, а вам прям очень страшно. Вы туда прям не хотите никакими ковришками, ничем вас туда в чувства не загнать. Очень боитесь какого-то осуждения, возможно, что показаться каким-то либо какой-то там либо дурачком, либо дурочкой, проявляя какие-то чувства. Тут вплоть до того, что ни друзьям, ни родным вы этого не показываете, вы прям можете подавлять свои чувства. И вплоть до того, что даже наедине с собой вы нет, вообще не плакать, не смеяться, ничего нельзя. Все время покер-фейс должен быть, чтобы, не дай бог, ни один мускул не выдал то, что я сейчас чувствую. То есть здесь прям установка такая, что может подсвечивать, что чувство — это не то чтобы страшно, это опасно. Вот. Чувство — это опасно. То, что чувствовать, это значит быть уязвимым. Прям вот на это обратите внимание сейчас. Чувствовать — это уязвимость. Быть чувствительным, чувственной — это небезопасно. Это значит, то есть для вас это прям какое-то состояние, будто вы голым или голой вышли на улицу. Вот вплоть до такого. Это о том, что обнажить себя настолько, что вот, в общем, очень страшно. Как действительно голым выйти на улицу. И даже когда вы проявляете свои чувства, вы их сами как будто боитесь и пугаетесь. Вы все время пытаетесь все это объяснить логически, что если мне подарили подарок, значит, я должен радоваться. То есть вплоть до такого мозг вам диктует, что нужно чувствовать. Или если мне подарили подарок, я должна радоваться, я должна прыгать, я должна, там, не знаю, благодарить. Но у вас это от сердца не идет. То есть это идет, вы даже чувствуете от ума. Вам кажется, что вы чувствуете, а на самом деле это мозг вам диктует, что нужно сделать. То есть как это должно быть. И поэтому вы не понимаете, почему люди, даже когда вы проявляете, они как-то не понимают вас, что ли, не относятся как-то к вам эмпатично, а потому что это считывается на энергетике, что это не чувство, это голова. Да, спящая царевна у вас такая вот, что-то типа такого. Красиво, но не греет. Вот об этом. Да, это, знаете, как огонь за стеклом. Вроде как бы должен греть, потому что огонь, а из-за того, что за стеклом, не греет. Соответственно, вот у людей такое вот восприятие ваших чувств, каких-то эмоций. Они поэтому не понимают этого, они не могут прочувствовать, что вы чувствуете, и не могут ответить вам какой-то эмпатией, потому что обмен идет на чувственном уровне, и до них просто не доходит, а потому что нечему доходить. У вас мозг транслирует эмоции, а эмоции от мозга — это не эмоции.
здесь, в принципе, про это и есть, что вы вроде как показываете, но вы считываетесь как холодный человек. Вы при этом, опять-таки, можете радоваться, да, там, хлопать в ладоши, но это очень... Это считывается каким-то наигранным. Ну, потому что, да, разбитое сердце, чувства скрыты. Все понятно. Прям переслушайте тот расклад про книгу судьбы, и вам прям зайдет, если вы себя узнаете особенно. Чувства, если они даже есть, вы прям настолько их дозируете, что ну их как будто нет. Они все равно какие-то хитро сделанные, хитро продуманные. И люди, например, ну, скажем так, за спиной, либо если кто-то есть, кто близкий к вам, могут о вас говорить, что как вот, ну, что вы как никого сейчас не хочу обидеть, да, я хочу, чтобы вы понимали ситуацию. То есть о вас могут говорить как о человеке лицемерном. В каком плане? Что вы вроде показываете одно, а внутри другое. Именно потому, что вы умом показываете чувства, которые настолько вот этот канал чувствования закрыт, что до людей не долетает. Вы не через то место транслируете, если можно так сказать. Нужно через душу, через сердце, а у вас через мозг идет. Ну, я понимаю, что не очень хочется открываться, но вы все-таки решите пойти в это непростое путешествие, скажем так. Вы таки выберете вам нужно принять это решение через не могу, не хочу, через страшно, но пойти в то, чтобы начать именно открывать чувственность свою. Не помню, если говорила, у меня проработка есть на канале, со стихией воды вам поможет хотя бы начать, какую-то часть убрать. И ваша шестерка мечей превращается в шестерку, как их называют, жезлов. Вы начинаете по крупицам свои чувства проявлять. Это вот то, что вы не видите. Не видите то, что вы не проявляете чувства на самом деле. Вам кажется, что вы это делаете, но вы делаете это через ум. Я еще раз просто это повторяю. И вы не понимаете. То есть тогда, когда вы действительно начнете чувства транслировать, вы наконец-то прям вот это прочувствуете, вот эту разницу, как это на самом деле по-другому. И вы тогда поймете, как другие люди вас видели. Потому что сейчас вам кажется, что вы проявляете чувства, что у вас все нормально. А здесь голова. С чего начать можно? С того, что себя все время спрашивать, а что я сейчас чувствую? А куда я хочу пойти? А что я действительно хочу сделать? То есть вы, если будете отслеживать реакцию тела, да, если не хочется куда-то идти, а вот спросите себя, а действительно ли я хочу туда идти? А действительно ли я хочу это сделать? Или, может быть, нет? А что я хочу сейчас сделать? А на что мое тело откликается? Может быть, вы даже в спа, на массаже выходите, потому что надо, а не потому что вы хотите. Может, вместо этого вы хотите в парке пойти погулять. Посмотрите, как вы себя через тело чувствуете после того, как вы что-то делаете. Прибавляется у вас энергия или не прибавляется? Если не прибавляется, значит, не совсем то. И все время спрашивайте, что я сейчас чувствую. Можете себе прямо в интернете найти, скачать список чувств.
и посмотреть вообще, какие бывают чувства. Вы будете еще, вас будет шатать туда-сюда, то вы проявляете свои чувства, то вы опять закрываете. Это нормально, но это уже первый признак того, что вы вступили на вот этот путь раскрытия своей чувственности. Вы можете начинать плакать ни с того ни с сего. Вас могут какие-то моменты трогать очень сильно. Увидели там бедную какую-нибудь собачку, кошечку, все, у вас уже слезы на глазах, и вы можете этого пугаться. Вы можете думать о том, что вы стали какой-то размазнёй, что-то вот с вами происходит не то, что нужно. А это просто по чуть-чуть ваши чувства раскрываются, потому что когда мы к ним прикасаемся, они такие: о, нас заметили, и давай. Все, что накоплено, все поехало вовне. Не пугайтесь, это как раз-таки идет момент проработки. Из вас больше, чем может на данный момент, не выйдет. У вас там фильтры тоже стоят, но вы будете пугаться, то вас может накрывать прям вот гневом каким-то, вы там всех готовы порубать, так скажем, то вы всех любите, то вас будет вот из крайности в крайность шатать какое-то время, но именно для того, чтобы найти баланс, чтобы вот, так как у вас долгое время было закрыто, вот эта сфера чувственности, да, вам нужен спектр эмоций, да, каких-то прожить, потому что вы не знаете, как это чувствуется, да, и поэтому у вас будет по-разному вот подшатывать. Не бойтесь этого, по чуть-чуть, по шажочку вы это все преодолеете. Да. У вас то в жар, то в холод, кстати, может и немножко скакать, в том числе и температура, да, вас то знобит, то вам прям жарко. Женщины это могут на гормоны скидывать, при этом как раз-таки в женские дни, поэтому могут быть такие то приливы, то отливы, это вот туда как раз, потому что, ну, да простят меня мужчины, да, у мужчин что-то типа такого тоже есть. Не совсем сильна в медицинской точке зрения, но где-то я читала, что у мужчин тоже ПМС бывает, там у них как-то немножко по-другому, но не суть. Погуглите, если вам интересно. И как раз-таки в эти дни обычно идет очищение и на энергетике в том числе. То есть физически это все списывается на гормоны и все остальное. А если у вас особенно прям вот перед женскими днями, да, идет прям такой раздрай или во время, то это вот как раз очищаются какие-то негативные штуки, потому что тело такое: о, наконец-то можно отпустить. И чем больше вы накопили, тем интереснее у вас будут эти процессы. Вы будете, конечно, пытаться это контролировать, взять под свой контроль. У вас это получится через какое-то время. Но все-таки будет немножко вас это пугать. Какие-то моменты вы будете от себя, ну, мягко скажем так, в шоке. Да? Как я мог, как я могла, например, так наорать на кого-то, ну, как пример, да, или как я могла вот над этой пустяковой ситуацией, или даже мог плакать там целый день, даже мне вроде ничего не сказали. Вот это будет пугать, но и это о том, что это идет очищение, вот она наступает, ваша по справедливости трансформация, да, наконец-то, когда вы можете прийти в баланс. Открыть эту чувствительность, чувственность, интуиция туда же. Какие у вас интересные расклады пошли. Паж Пентакли, королева жезлов.
император. Отлично. Знаете, очень похожие вот после как раз-таки трансформации, там вот похожие были карты. И когда вы зайдете в эту трансформацию, вот когда вас пошатает по эмоциям, вот этот момент отловите, зайдете в трансформацию, вы начнете больше, во-первых, концентрироваться на себе и своих чувствах, но это, в принципе, логично, да, вот с тем путем, что вы прошли. Вы возьмете ответственность, во-первых, за свою жизнь, за свои эмоции, за все, что в вашей жизни происходило, за ваше прошлое, но не в плане вины. Вы начнете видеть, для чего вам это все нужно было. То есть для чего вам попадались какие-то люди, для чего вы проходили какие-то ситуации. И вам прям вот станет ясно. Вы начнете прям ценить этот опыт, ценить себя в этом опыте. И когда вы прям прочувствуете вот ценность вот этому всему, что с вами происходило, что нету ничего плохого и хорошего в жизни, да, есть опыт, который делает нас сильнее, мудрее, расширяя наш кругозор, да, расширяя нас в том числе, что очень многое зависит от нас, да, и не в плане вины, что я за все это виноват или виновата, а в плане того, что у меня есть выбор, как поступать, у меня есть выбор, что чувствовать, у меня всегда есть выбор, как проявляться, какие чувства, эмоции транслировать. Вы это все возьмете под свой контроль, но не в плане того, как робот, да, вот как это было раньше. Я ничего не чувствую, поэтому я все контролирую. Нет, я все чувствую, я все вижу, я все понимаю. Но я выбираю, что в данном случае я буду чувствовать. Вы когда вот словите, сейчас может быть немножко непонятно, но когда вы действительно это прочувствуете, вам очень многое что станет ясно, и вы вот как серфер, да, на волне будете. То есть вроде бы вы не можете управлять волной, да, вот, логически вы же не можете ее куда-то повернуть, но вы можете встать на доску, на эту волну и поехать. Вот этим вы можете управлять, и вы очень хорошо это словите. И когда вы поймете, как этим управлять, у вас прям весь спектр чувств откроется. Прям шикарно. Я за вас очень рада. Работаем с чувствами. Не можете сами, мои контакты под видео. Я не только расклады делаю, у меня очень много техник в моем арсенале и опыта работы с людьми. Кому интересно, можете посмотреть внизу и связаться со мной. Либо у вас, если есть какие-то методы, пожалуйста, можете своими методами работать. Так. Вы отлично. Да, вы поймете, как управлять вообще жизнью. Когда возьмете ответственность за все, что происходит, и за ваши выборы, что все зависит от ваших выборов, вы, во-первых, станете увереннее очень в себе. Вы прям вот можете смотреть в зеркало, я красавчик, я красотка, прям вот. От вас прям будет чувствоваться, да, энергетика вот эта, спокойствие будет большое. И здесь уже вы будете управлять сценариями своими. Если есть какие-то блоки и все остальное, вы можете это прорабатывать, может, обучитесь каким-то методами сами, может, у вас есть психолог, коуч, практик, который вам помогает. Неважно, каждый своим методом. И тогда можно сказать, что вы прям возьмете быка за рога.
будете крутить, вертеть своей жизнью так, как вы хотите. Я даже не удивлюсь, если тут еще маг выйдет. То есть вы, как знаете, как вот управляете этой колесницей, и поводья у вас в руках. Не колесница вас везет, а вы управляете ею. Мир еще к тому же. Ну, проявляться там можете уже по-своему. Так, что у нас тут за мечи? Ну, здесь прям повторяется то, что было в прошлом раскладе. Практически точь-в-точь. Солнце. Поработаете над собой, да, кропотливо там, да, может что-то не получаться поначалу или очень долго у кого-то это будет. Но наберитесь терпения, оно окупится очень сильно. Если вы в моменте сейчас не видите каких-то продвижений, то просто продолжайте. Да, иногда сложно, иногда уже хочется, ну, когда же оно настанет. Настанет, продолжайте. Иногда нас мир не пускает, так скажем, ну не то, что не пускает, то есть по силе нашей нам и дается в каком плане, что если вы можете проработать сейчас 30% из 100, вы проработаете 30. К какому бы крутому мастеру вы ни пошли, либо к какому новичку бы вы ни пошли, вы проработаете 30%, потому что ваше сознание не готово убрать 100% сразу, а кто-то проработает только 1%. Я хочу, чтобы вы это поняли, почему вот бывает такое, что долго-долго работаешь над собой, а результата вроде как нет. Потому что по 1% убираете, потому что кто-то не готов к быстрым и резким изменениям, да, а у кого-то не готова система, которая рядом с вами. Ваши близкие, если вы очень кардинально изменитесь, то все может порушиться, и поэтому вас потихонечку ведут. Кому-то 1% за раз, кому-то 30 за раз, кому-то может быть 50 за раз. И материальный мир, он немножко такой, знаете, инертный. Чтобы в нем поменялось что-то, должно какое-то время пройти, окружение должно к вам привыкнуть к новому, поменяться что-то должно. Да в конце концов, если вам нужно переехать, например, да, чтобы что-то поменялось, нужно переехать, да, это тоже какое-то время, ремонт сделать, квартиру сменить, найти квартиру, и еще если это другая страна, другой город, ну, доехать туда, найти туда. То есть в любом случае это все делается по шажочку. Вот он, маг. Но оно того стоит. То есть вы будете по чуть-чуть проработали, что-то прям совсем чуть-чуть может поменяться. Смотрите состояние. Если ваше состояние поменялось, если вы начинаете как-то другие выборы делать, если вы начинаете по-другому думать, к людям как-то отношение поменялось. Ну, к разным людям по-разному, поэтому я не скажу здесь хорошо-плохо, там вы стали думать. Ну, например, с кем-то как-то стало неинтересно общаться. Вроде человек хороший, да, но мне просто неинтересно. Это значит, что у вас что-то поменялось, а прям отслеживайте эти моменты. Вы можете их не видеть, потому что они по чуть-чуть в моменте идут, да. А, например, вы стали покупать еду там подороже, или, например, стали меньше есть, или стали покупать более качественную, или, например, стали обращать на срок годности, у вас какие-то вкусы поменялись, да, тело начало хотеть чего-то другого. Ну, вот он, да. Маг
и десятка пентаклей. Пойдете в свое изобилие. Чувственное. Вам дадут такой шанс. В общем, отличное дополнение, я считаю, к предыдущему раскладу. Я очень вас благодарю за ваши комментарии. Мне действительно это очень приятно, очень важно. То, что вы и мне делаете очень хорошую службу, так скажем, своими комментариями, когда я понимаю, что вам это резонирует, что вот так вот в вашей жизни происходит. Я вместе с вами развиваюсь, потому что развитие это в любом случае, это на всю жизнь. И это не то, что ты там годик над собой поработал, и все, жизнь поменялась, и сидим дальше ровно на 5 точке. Нет, это всегда на всю жизнь, навсегда. Поэтому спасибо вам огромное. Если вам интересно, буду какие-то свои инсайты рассказывать, напишите в комментариях. А мы с вами прощаемся до новых видео. Пока-пока.